try to fly. Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале Мир Орхидей, на своем цветущем балкончике. И сегодня у меня для вас отдельный обзор, который полон чистоты, нежности и обаяния. Когда я снимаю свои общие обзоры, в комментариях очень много вопросов остается именно по этой орхидейке. Поэтому я сегодня с радостью расскажу вам все о ней и покажу всю ее очаровательную красоту. Наверное, многие из вас уже догадались, что в сегодняшнем обзоре речь пойдет о моих лебединых белоснежных биглипчиках. В этой посадке у меня участвуют 3 орхидеи, 2 из которых белоснежных биглипа, голландских, и 1 очаровательная крупноцветковая орхидея, просто беленькая, вот с таким язычком. В этой посадке участвуют, как я уже сказала, голландские биглипы, не подростки. Многие думают, что это подростки, которые сейчас участвуют в сборах, в группах соцсетей. Нет, это голландские взрослые орхидеи, и это не является тем сортом, о котором многие думают, Charming Crystal Water. Это не они. Мои орхидеи, название даже не знаю, на горшке указано не было. Я сравнивала их цветение с кристальной водой. Ничего общего я не нашла, поэтому уверенно заявляю, что это не те сорта. Единственное, что вот эта орхидея, вот этот биглипчик, сейчас я вам поближе его покажу, она похожа все же на кристальную воду, но ею она не является. Это другой сорт. Почему купила я 2 сорта? Потому что, во-первых, они очень разные. Каждая из них очаровательная и невозможно красивая. Посмотрите вот на один из них. Он имеет очень интересную губу. Губа очень похожа на боковые петали. И такое ощущение, что у этого цветочка 3 лепесточка одинаковой формы. И очень очаровательное получается цветение. Второй сорт биглипа, я вам только что его показывала, имеет вот такую вот форму цветочка с очень очаровательной тоже губочкой. Губка имеет более резную форму, она отличается от боковых петалей, и ее сильно украшает вот эта вот гармошечка, вот тут вот такой как защипчик, и образовываются такие очаровательные складочки в виде гармошки. И вот именно эта губа придает этому сорту нежность и очарование. Сейчас вам покажу ее в гроздочке, как это красиво смотрится, эти рюшики. И у одного и у второго сорта цветочек не очень крупный. Он достигает размера 9 сантиметров. Самый крупный цветочек. К концу цветоноса немножко мельче цветочки, как, впрочем, у всех. Но самый крупный цветочек у одного и у второго сорта не более 9 сантиметров. Мне пришла идея такой посадки, когда я увидела фотографии садовников. Они выставляли биглип, как раз вот Crystal Water, на одной из выставки, и она даже, по-моему, заняла какое-то призовое место. И когда я увидела этот водопад цветков белоснежных, абсолютно без малейшего какого-то вкрапления другого цвета, я настолько очаровалась и решила повторить у себя в домашнем
цветение, такую композицию. Но я понимала, что одно растение просто не способно выдать такие водопады цветов. И присмотревшись, я поняла, что садовники просто также делают групповые посадки из 2-3 орхидей одного сорта, чтобы добиться вот такой зрелищной, невероятной красоты. Поэтому, когда я купила два разных биглипа, я подобрала вот такой вот горшочек. Это пластиковые горшки в виде лодочки. В ней находятся 2 секции прозрачные, как нам, собственно, и надо для выращивания орхидей. Сейчас я вам покажу. Постараюсь показать, потому что цветоносы тяжелые, чтобы у меня не перевалилась вся моя конструкция. Вот такие вот емкости. На момент посадки у меня в одну секцию помещалось 2 орхидеи. Я всегда подбираю размер горшка по объему корневой системы. Вы должны помнить, что если мы подберем горшок, размер которого будет гораздо больше, чем корневая система, то здесь может быть 2 варианта. Так как кора будет долго просыхать, потому что ее объем большой, а корешков не так много, корни не будут успевать впитывать эту влагу, может произойти загнивание корневой системы. А второй вариант, когда орхидейка будет осваивать просторы горшочка, она просто может вам задержать цветение, пока не освоит просторы вашего объема горшочка. Поэтому я всегда советую брать горшок немножко больше, буквально на 1,5-2 сантиметра по бокам, да, вот вокруг, чтобы было 1,5-2 сантиметра от величины самого корневого кома. Вот, на тот момент, когда, то есть по одной орхидейке, по одному кустику в каждую секцию я не могла садить, потому что корневая еще не позволяла мне садить их именно вот в такие емкости. А так как у меня была идея создать белоснежную посадку, 3-го биглипчика у меня не было, поэтому пришлось мне посадить вот эту вот очаровательную красотку, чтобы у меня композиция не выбивалась по цветовой гамме. Но на сегодняшний день мною уже куплен еще один биглип, тоже белоснежный, очень красивый сорт. Там совершенно другая губа, она очень резная, прям таким треугольничком идет. Я вам тоже его как-нибудь покажу. Его даже сейчас у меня еще нет в наличии. Жду его от своего продавца. Ждем просушку, чтобы она сделала мне отправку. И весной, так как корневая система за время, пока у меня уже росли мои орхидейки, корневая система уже достигла в стенах горшка, и там уже она просится у меня на пересадку. Поэтому весной я буду делать пересадку этой композиции. Я буду также сохраню этот принцип, то есть я сохраню групповую посадку, только вместо моего беляша очаровательного, вот этого вот красотуна, я посажу сюда биглипчик 3-й, беленький. И тогда у меня уже вся композиция будет состоять, не будет все же по форме цветочка выбиваться эта композиция, и будут все у меня биглипы. Вот. Что мне еще хочется рассказать? Я хочу сказать, что вот такое вот цветение, которое вы видите, с таким объемом цветков можно добиться только лишь от взрослых здоровых растений. То есть важные критерии
Для того, чтобы увидеть такое цветение, это растение должно быть взрослым. Ждать от подростков бессмысленно и обижаться на них, что они выдают там по 6 цветочков, 4-6. Это естественный процесс, это этапы развития растения. Никуда от этого не деться. Если вы хотите видеть водопады цветов, вы должны ориентироваться на взрослые орхидеи. Вот. Или терпеливо ждать, пока ваши подросточки достигнут возраста, в котором они способны выдавать обильное цветение. Ну и второй момент. Никогда не забывайте, что только здоровое растение может выдавать большое количество цветов. У нее должна быть развита хорошо корневая система, должна быть хорошая листовая масса с отсутствием вредителей. Ну и, конечно, большую роль еще играет продолжительность светового дня, потому что если не хватает орхидеи света, достаточного количества освещения, она, конечно же, не разовьет цветение до таких размеров. Так, об этом я вам рассказала. Ну, начну с того, еще хочу, наверное, немножко рассказать, что в этом цветении один биглип, вот этот вот у меня, сейчас, секундочку, извините, вот этот биглипчик в зимнем цветении у меня не выдал нового цветоноса, но при этом она со старого цветоноса пробудила 2 почки. Цвела она у меня весной, вот с этого единственного цветоносика. И отцвела, я доживые почки отрезала, она у меня пробудила 2 боковые почки. С одного цветоносика она цветет сейчас 4 цветочками. Сейчас, секундочку, вот они, 4 цветочка. И второй цветоносик, здесь у нее 7 цветочков. И дополняют же, конечно, эту композицию основная масса цветов. Это от второго биглипа, который, умничка, выдал у меня новый цветонос. Сейчас покажу. Вот этот цветоносик у нее новый. Вот он. И сейчас покажу, какое количество цветочков на нем. Значит, вот это... Смотрите, сейчас, секундочку. Вот этот цветоносик новый. Я не пересчитывала количество цветов. Вот это новый. А второй цветоносик абсолютно не уступающий по красоте и обильности цветения, это с боковой почки старого цветоноса. Таких цветоносиков со старой почки 2. Здесь, конечно, немножко меньше цветочков, но все же она пробудила со старого цветоноса 2 почки, и вот так вот она дополняет свой основной цветоносик. Сейчас покажу вам. Только вы терпеливо ждите, пока я буду искать, потому что непросто. В общем, видите, вот пенечек, вот этот вот цветоносик с боковой почки 1, и вот боковая почка 2. Вот так она способна, эта орхидея, цвести. Если кто-то еще скептически относится к цветению из боковых почек, я наглядно вам показываю, что боковые ответвления могут давать очень шикарное, красивое цветение не на 2-3 цветочка, как многие думают. Поэтому очень часто отрезают цветоносы
под пенечек, чтобы добиться и дождаться нового цветоноса, думая о том, что только они могут выдавать шикарное цветение. Ну и, наверное, напоследок покажу вам вот эту красавицу беленькую орхидею. Она очень тоже красивая. Сейчас разверну, чтобы было удобно демонстрировать ее. Она тоже большая труженица. Она выпустила у меня 2 новых цветоноса, один из которых я случайно сломала, но при этом она все равно решила упорно цвести, потому что вот у меня был слом здесь. Она пробудила боковую почку сразу же и запустила цветоносик. Вот сейчас он позже всех сейчас расцветает, потому что немножко задержалось цветение из-за этого полома. Но вот она у меня 2, 3, 5 цветочков дала вот с этой почечки, которую она пробудила. Но этот цветонос был новый. Я думаю, что, конечно, цветение, наверное, было бы немножко побольше, если бы я не сломала. Но ничего. Потом она у меня, вот этот вот цветоносик основной, вот этот, такие вот красивые белоснежные цветы. И еще один цветонос с боковой почки. Итого она у меня сейчас цветет с 3 цветоносов. И в итоге вот такие вот красивейшие цветы большие. Так, сейчас я поверну обратно эту композицию мою аккуратненько. Возможно, я сейчас кому-то подсказала такую тоже идею выращивать одинаковые сорта в одной посадке. Во-первых, это очень экономит место. Я, кстати, практикую такое выращивание своих орхидеек. У меня много таких сортов, которых по 2 в одном горшочке растет. Вот, это экономит время, и когда они зацветают одновременно, вы же сами понимаете, насколько это красиво. Ну что ж, дорогие мои, эта посадочка, о ней я рассказала все. Буду заканчивать свой белоснежный обзор. Будут вопросы, задавайте. Подписывайтесь на мой канал, кто впервые у меня в гостях. Ставьте лайки, кому было интересно, познавательно. До новых встреч. Всем пышных и красивых гроздочек и здоровых растений. Пока-пока.
try to fly.